Всем привет! С вами проект Power Device, и в этом ролике я хочу показать вам одну интересную и полезную настройку, которая скрыта в системе Xiaomi. И, конечно, мы ее активируем. Посмотрите, друзья, сейчас я попытаюсь выключить либо перезагрузить свой телефон Xiaomi, без разницы. Система не дает мне этого сделать, она просит ввести пароль для перезагрузки либо выключения. Это функция дополнительной безопасности. По моему мнению, настройка очень полезная. Если ее активировать, то без вас уже никто не сможет выключить ваш телефон, либо перезагрузить его. А как мы знаем, например, если у вас включен поиск телефона от Google, и вы потеряли свой телефон, но его кто-то выключил, то сигнал уже пропадет. Вы его по сигналу не сможете найти. Естественно, как вы поняли, с этой настройкой телефон кроме вас никто не выключит. И также, к примеру, кроме вас никто не сможет зайти в меню Recovery, потому как для этого нужна перезагрузка телефона. Друзья, к сожалению, здесь есть один маленький нюанс. Смотрите, когда я удерживаю кнопку питания, у меня появляется вот такой слайдер. Он есть не на всех версиях MIUI. И, к сожалению, если на вашем телефоне нет такого слайдера, а у вас вот такое меню, то данную функцию нельзя будет активировать. Эта функция скрыта с прошивками вот с таким слайдером. Также отмечу, неважно на какой прошивке у вас этот слайдер, например на MIUI 14 или на HyperOS, везде это можно будет активировать. Обязательно досматривайте ролик до самого конца, чтобы понять все нюансы. Тут ничего сложного, просто делайте все по шагам. Если вы мой постоянный зритель, то вы знаете, что частенько в своих видео я использую вот такую программу Brevant. Это аналог приложения ADB. Все это делается с помощью телефона, никакой компьютер нам не понадобится. Данное приложение вы сможете скачать в моем телеграм-канале, ссылка будет в описании под этим роликом. А также еще рекомендую скачать SetEdit. Сейчас все объясню, но главная работа нам будет нужна с приложением Brevant. Просто нужно ввести одну команду и все. Итак, идем в настройки, о телефоне, клацаем много раз по версии MIUI, чтобы мы стали разработчиком. Шагаем назад, расширенные настройки, в самом низу для разработчиков, спускаемся немного вниз, включаем галочку «Отладка по USB». Ставим галочку «Ок». Далее включаем «Отладка по USB настройки безопасности» и вот эту «Отключить автоматический отзыв авторизации ADB». Пока данное меню можно свернуть. Теперь заходим в Brevant. Нажимаем «Принять», пролистываем вправо, «Запустить Brevant». Разрешаем уведомления. У вас должно всплыть вот такое окно. Теперь смотрите. Вызываем меню недавних, удерживаем на Brevant, разделяем экран. Теперь нажимаем настройки, там где у нас меню разработчика. Теперь в приложении Brevant нажимаем порт беспроводной отладки, вот так. Далее в меню разработчика нажимаем беспроводная отладка. Кстати, друзья, чтобы у вас в меню разработчика включились все эти галочки, которые мы включали с беспроводной отладкой, вам нужно будет подцепиться к какой-то сети Wi-Fi, к любой. Итак, мы уже зашли в беспроводную отладку, двигаемся вниз, заходим вот сюда, подключение устройств через код подключения. Внизу у нас порт, он автоматически должен появиться в Brevant, вот здесь. А теперь запоминаем вот этот код, у вас, конечно же, будет другой, у меня это 657 722. Вводим его вот сюда, жмем беспроводное сопряжение. Теперь полностью открываем Brevant. Самую большую работу мы уже проделали, осталось дело за малым. Теперь нажимаем вот эти три полоски, выполнение команд, здесь нажимаем ОК. Далее, друзья, смотрите, мы можем просто сюда ввести нужную команду и активировать ту функцию, про которую я говорил. Но сперва я рекомендую ввести вот такую команду. Это команда для приложения SetEdit, чтобы в нем разблокировать дополнительные настройки. Все эти команды я также оставлю в своем Telegram. Ссылка будет, как всегда, в описании. Не забудьте подписываться на мой Telegram, там много полезного. Итак, сперва вставляем эту команду. Убедитесь, чтобы в конце у вас не было лишнего пробела. Нажимаем «Выполнить». Дальше эту команду можно стереть. Смотрите, чтобы просто так все это не говорить, сейчас я отключил эту команду и перезагружаю свой телефон. Команда у меня отключена.
Никакой пароль не просит. То есть любой человек может выключить ваш телефон, либо перезагрузить его, либо, конечно, зайти в recovery. Теперь вставляем нужную команду на активацию функции. Вот она. Ее также оставлю в своем Telegram. Убеждаемся, что все правильно прописано и нет пробела. Нажимаем «Выполнить». Теперь также важный момент. Смотрите, блокируем телефон и с экрана блокировки пытаемся его выключить, либо перезагрузить. Не выходит, просит пароль. Функция активирована. Почему этот момент важен? Да потому что эта функция по стандарту работает только с экрана блокировки. Все логично. Если телефон у вас разблокирован, и вы попытаетесь его выключить, то никакого пароля у вас не будет просить, потому что телефон знает, что вы его хозяин, если его разблокировали. Все просто. И еще смотрите, какой момент с приложением SetEdit. Откроем его. Вот здесь у нас на первой странице все основные настройки. Но также, если кто не знает, можно нажать вот сюда, вот на эту риску. И здесь есть еще одни другие настройки, более важные. Например, нажмем Secure Table. Именно в этом пункте и прописалась наша команда. Вот она. MIUI Shutdown Password Enable 1. Помните, той первой командой мы разблокировали данный пункт. Теперь любые команды вы сможете добавлять сюда через SetEdit. Но по идее, если у вас 14 Android и SetEdit у вас не работает, то в приложении Brevent вы просто можете ввести вот эту команду. И она у вас также должна активироваться. Друзья, не забывайте подписываться на мой YouTube канал, на мой Telegram Power Device. Все полезное выкладываю сюда. Всем желаю только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.